Смарт-часы от компании Samsung, которые оснащены большим AMOLED-экраном с полноценной функцией Always On Display, всегда на экране, корпусом из бронируемого алюминия, странно звучит, правда, сапфировым стеклом, гибкой и удобной операционной системой. Также данная модель имеет встроенный GPS, Wi-Fi и NFC-модуль. Из полезного есть клавиатура, встроенный динамик и еще много всего. Это умные часы под названием Samsung Galaxy Watch 6. В рекламе к этим часам можно прочесть много чего интересного, но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляются смарт-часы в белой коробке из плотного картона. Выглядит она презентабельно. На ней есть название и изображение модели с фронта, а с тыльной части расположили краткие характеристики. В комплекте мы имеем подробное руководство пользователя, магнитное зарядное устройство без пинов, но оно не разборное, ко всему с кабелем Type-C. Кому-то будет удобно, а кому-то наоборот. Магнит, удерживающий часы на зарядном устройстве, хороший. К слову, как многие правильно говорят, Type-C-шник отличная вещь, учитывая, что можно еще и от смарта зарядить. Последнее, что мы имеем, это сами смарт-часы с ремешком. Сменного ремешка в комплекте нет. Весят смарт-часы с ремешком 60 граммов, размера 44 на 42 на 12 миллиметров, ремешок быстросъемный на 20 миллиметров. Летим дальше. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Еще и Honor Magic 5 Ultimate смартфон я разыгрываю. Условия по ссылке в описании к ролику. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. На выбор есть 40 и 44 мм, а по расцветкам мы имеем графитовый, серебристый и золотой. У меня на руках версия Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также есть еще версия LTE в продаже. Дизайн смарт-часов от прошлой версии сильно не отличается, есть только изменения в размере экрана, рамок, толщины устройства и крепления ремешка, притом не критичные. Выглядят они неплохо, но, конечно, не так круто, как версия Classic, так как механического безеля здесь нет. Корпус выполнен из бронированного алюминия, а с фронта установлено сапфировое стекло. Но олеофобное покрытие не лучшее, что я встречал. Качество ремешка отличное, запястье под ремешком не потеет и ко всему оно не натирает. Застежка ремешка классическая, выполнена из металла, крепление ремешка удобное, при носке Watch 6 особо не ощущаются, спать в них комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту акселерометр, барометр, датчик биоимпедансного анализа, датчик анализа ЭКГ, что я считаю маркетингом и не стоит ему доверять, гироскоп, геомагнитный датчик, инфракрасный датчик температуры, датчик освещенности, оптический датчик сердечного ритма. Датчика Холла, как в 6 Classic, здесь нет. Данная модель пульс измеряет постоянно, каждые 10 минут или вручную. Уровень стресса измеряется также в автомате или в ручном режиме. Есть автоматическое измерение SPO2 во время сна, а днем оно измеряется вручную. Также можно включить автоматическое измерение температуры во время сна. Для измерения температуры разных предметов необходимо установить приложение ThermoCheck. Результаты измерения не всегда корректные, к примеру, температура кожи показывают хорошо, а вот температура воды почему-то плохо. Из полезного есть анализ состава тела, прикладываем 2 пальца к кнопкам и измеряем состав тела для дальнейшего анализа. Сон мониторит часы отлично, как и все фазы сна с дневным сном. Также есть обнаружение храпа. Настроить все эти функции можно прямо со смарт-часов или через приложение. ЭКГ и артериальное давление стандартно запрашивает установку приложения Samsung Health Monitor. Чтобы использовать эти функции без танцев с бубном, лучше использовать данные смарт-часы со смартфоном Samsung. Измерение ЭКГ и артериального давления просто для личной вправки использовать, конечно, можно. Но в любом случае, чтобы действительно следить за своим здоровьем, советую обращаться к специалистам. И вообще, с всеми девайсами, которые измеряют у вас артериальное давление без манжета, я бы был аккуратней и доверял бы им по минимуму. Далее есть 2 механические кнопки, ход кнопок хороший, переназначить команды на кнопки возможность есть. Есть одиночное нажатие, двойное нажатие, удержание и не только. Также удобно использовать жесты для управления, а для того, чтобы без проблем использовать экран в перчатках, есть специальный режим. Обо всем подумали. Летим дальше. С фронтальной части у нас здесь находится, разумеется, Super AMOLED дисплей на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 точек. Скроллинг плавный, без рывков, рамки, как я уже говорил, стали меньше, яркости экрану достаточно, автояркость на борту и работает она корректно. Always On Display имеется, стиль AODA зависит от циферблата, время до отключения экрана максимум 1 минута, а минимум 15 секунд. В целом по функционалу и по характеристикам данная модель схожа с 6 Classic. Экран можно включить поднятием запястья, касанием или прокруткой сенсорного кольца. В настройках есть много различных и полезных функций, можно настроить шрифт, возврат к приложению, настроить режим
сна, режим театра, режим тренировки и не только. А также есть блокировка в воде, блокировка пин-кодом или графическим ключом, настройка жестов, настройка функции уведомления при отключении, специальные функции. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно открыть даже если находишься в каком-нибудь приложении. Свайпом снизу вверх меню, свайп слева направо уведомления, а справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню и панель быстрого доступа. Удобно, что в меню можно создавать папки, просто перетащив одно приложение на другое. В меню есть стандартное приложение, к примеру, диктофон, компас, Samsung V Global Goals, телефонная книга, календарь, будильник, погода, приложение для мониторинга состояния здоровья, Google карты, секундомер, таймер, управление наушниками от Samsung, галерея, музыкальные плееры, на смарт-часы можно загружать фотографии и музыку. Установить приложение через Play Market можно, как и устанавливать сторонние приложения, к примеру, игры, Watchface, WhatsApp и подобное. Из интересного в меню есть функция «Недавно открытые приложения», многозадачность данной модели реализована по мне хорошо. Летим дальше. Установлен здесь двухъядерный процессор Exynos W930 с тактовой частотой в 1,4 ГГц, почти как на смартфоне уже, правда? Оперативной памяти на борту 2 ГБ, внутренней 16 ГБ, но доступна для личного пользования гораздо, разумеется, меньше. Операционная система One UI Watch 5.0 на базе Wear OS версии 4.0. Во время использования сильных тормозов и лагов я не встречал. Bluetooth версии 5.3. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик Polar пока мне подключить не удалось. Можно пользоваться приложением Google Fit и спокойно подключать нагрудный датчик. NFC-модуль на борту можно установить MirPay, но это делается через ADB. Samsung Pay работает через станции с бубном, очень сложно, и у меня это дело, если честно, не получилось. Народ пишет, что у кого-то удалось установить Samsung Pay именно на часы. Я не говорю о телефонах, но на телефоне он будет у вас, возможно, работать. Во всяком случае, у меня работает. Голосовой ассистент Bixby в нашем регионе в стоке не работает. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонный, стандартно на 2,4 ГГц и на 5 ГГц. В стоке есть функция экстренной ситуации обнаружения падения для вызова помощи. Далее, автоопределение активности на борту, как и отслеживание плавания, настроек для тренировок достаточно, из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Местоположение определяется быстро, погрешность в построенном маршруте после тренировки есть. Я бы не сказал, что маршрут строится точно, при этом шагомер отрабатывает хорошо. Загружать маршрутные часы нельзя, как и включать обратный маршрут, но тренировки могут работать в фоновом режиме. Микрофоны, как и динамик, отрабатывают отлично, как вы уже поняли, звонить через часы можно отвечать на звонки быстрыми заготовками, уведомления приходят моментально, иконки, фото пользователей, фото в уведомлениях и смайлики отображаются. Видео, к сожалению, еще просматривать нельзя. Отвечать на смс можно, используя клавиатуру, смайлики, быстрые заготовки, голосовой ввод и письменный ввод. Вибромотор настраиваемый и тактильно приятный. Перейдем к автономности. Емкость аккумулятора 425 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут, быстрая зарядка на борту и за 15 минут набегает 35-40%. Заряжать данную модель можно от обыкновенной беспроводной зарядки стандарта Qi, без включенного AOD. Samsung Galaxy Watch 6 у меня живут не больше 2 суток. Далее, водонепроницаемость класса 5 атмосфер, IP68 mil STD 810H. Для примера я окунул их в воду, но не советую с ними купаться в соленой воде или ходить в баню. У меня они во время использования никак не пострадали от воды. И это хорошо. Особенно электроника не любит перепады температур, когда из бани в прорубь. Старайтесь их снимать. Отмечу, что данная модель может работать в паре с Android-устройствами, также у нас способна работать с iOS-устройствами. Основное приложение для работы смарт-часов в паре со смартфоном называется Galaxy Wearable. В нем есть магазин с циферблатами, которых, как по мне, достаточно ко всему. Есть анимированные, персонализированные, кликабельные, циферблаты мини-игры и много еще каких-то циферблатов. Также в приложении есть стандартные настройки устройства и обновление прошивки. Минусы: малое время автономной работы, нельзя подключить нагрудный датчик напрямую, нельзя загружать маршрут, плохое олеофобное покрытие, бесполезное, как по мне, измерение температуры. Хотя, опять же, говорят, что его логично использовать для отслеживания цикла. Но мне это не проверить. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Огромное спасибо за просмотр. Резюмирую. Samsung Galaxy Watch 6, в отличие от 6 Classic, не имеют такой интересный дизайн, но при этом выглядят они солидные, по функционалу особо не отличаются. Для тех, кому не нужен механический безель и корпус из нержавеющей стали, обыкновенные Samsung Watch 6 вполне достойный выбор. Но с 5 или 4 серии на 6 я бы не переходил, в первую очередь из-за малой автономности, это раз. А два, если у вас никогда не было носимых устройств, начните с браслетов. Самсунговских браслетов, к сожалению, топовых нет, но есть Huawei-евские браслеты, Xiaomi браслеты, Amazfit и вообще выбор огромный. И после браслетов уже стоит покупать умные часы. И для всех тех, кто говорит,
говорит, что ничего страшного, что заряжать каждый день. Ну, конечно, заряжать часы каждый день, смартфон каждый день, наушники каждый день. Все эти устройства должны стремиться к максимальной автономности. А часы еще подразумевают то, что вы будете с ними спать. Если вы будете заряжать их каждый день, то радости у вас от этого будет мало. От меня девайсу, разумеется, однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.